Приветствовать на своем канале. Сегодня я вам покажу, как шить блок квадрат в квадрате. Это очень простой блок, но из него получаются красивые узоры. Итак, мне нужны ткани. Ткани нужны не вот такие узкие, ткани нужны широкие, чтобы из них хорошо получались квадрат. У нас квадрат получится от меньшего к большему, как наша любимая русская игрушка матрешка. В общем, смысл такой. Можно использовать всего два вида расцветки ткани, а можно использовать большое количество. Вот у меня здесь вся ткань вязь, есть, правда, и ситец, в общем, любая ткань. Дальше. Затем у нас идут инструменты, либо роликовый нож, либо ножницы. Но лучше работать с роликовым ножом, тогда работа получается более аккуратно. А также для удобства можно воспользоваться щипчиками, либо распарывателем. Затем идут линейки. Можно использовать линейку для пэтчворка, но если нет линейки для пэтчворка, можно использовать самую обычную линейку. И, конечно, то, чем можно чертить. Я буду работать ручкой пишись. Итак, из ткани я вырезала два квадрата со сторонами 6,6 сантиметров. Они совершенно одинаковые. Решила я все-таки поработать с темной тканью. Складываю их лицевой стороной друг к другу, то есть лицо с лицом. Скалываю на булавочку, чтобы они у меня не разбежались. И по всему периметру я прокладываю строчку. Расстояние от края, вот решайте сами, кому как удобно. У меня 0,5 сантиметров. По периметру я проложила. Теперь убираю булавочку, она мне больше не нужна. И буду чертить диагональ. Так, только определюсь, с какой стороной. Ну, вот на этой. Можно не чертить диагональ, а сразу разрезать маленький квадратик по диагонали. Один из квадратов. Но мне лучше прочертить. Я не уверена в своих действиях, поэтому мне лучше это прочертить и сделать по линейке. Итак, сейчас разоединяю ткани. Все, ткани разоединила. И теперь беру для удобства щипчики и делаю надрез в серединке. Все. Теперь мне очень легко можно прорезать эти диагональные линии. Иду до самого угла. Прорезаю все 4 стороны. Затем разверну этот квадратик, как бы раскрою серединку, отогну края и проутюжу. Вот так у меня получилось. Теперь отгибаю краешки. И сейчас проутюжу. Я стираю свой чехол от гладильной мини-доски, поэтому мне приходится работать вот на таких вспомогательных подкладках. Кстати, меня очень многие спрашивают, что у меня за утюг. Это, девочки, у меня утюг фирмы Scarlett. Это дорожный утюг. Это утюг не для пэтчворка. Это самый обычный дорожный утюг. Стоит он 400 рублей. Его платформа 15 сантиметров. Очень удобный. Он у меня с паром, с прыскалкой. В общем, дешево, сердито. За такие деньги я его просто обожаю. Все, я сделала первые два квадрата. Беру следующую ткань. Возьму зеленый ситец. Прикладываю квадрат. Теперь беру эти два квадрата, складываю лицевыми сторонами друг к другу, скрепляю булавочкой и прикладываю строчку на расстоянии у меня 0,5 сантиметров от верхнего квадрата. Нижний квадрат я обязательно потом выровняю. Прошила, булавочку убираю, срезаю лишнее. Девочки, у меня, конечно, немножко неаккуратно, но у меня не стоит задача, чтобы сшить блок, из которого я буду что-то делать. Я просто вам показываю, как шьются такие блоки. Если работа аккуратная, то, конечно, блок смотрится совершенно по-другому. Лишнее срезала. Теперь опять переворачиваю блок. Черчу себе дополнительно диагонали. Разсоединяю квадраты. Делаю насечку. И здесь уже можно резать ножницами. Вы посмотрите, проутюжила. Вот теперь можно квадрат мне выровнять. Буду выравнивать при помощи линейки для пэтчворка. Срезаю все лишние уголочки.
Над своим блоком я полностью закончила. Вот такой он у меня получился. Последний квадрат — это была какая-то у меня синтетика морковного цвета. Добавила яркости, потому что посмотрела, что все-таки я сшила из более темных тканей, и блок получился мрачноватый. Но если вы будете использовать, конечно, другие красивые ткани, яркие, светлые, то и блок получается светлым, более красивым. Также ткани можно чередовать, как я вам говорила. Можно использовать всего 2 вида ткани, можно использовать несколько видов ткани, можно вообще пойти от темного или от светлого к темному, то есть такой градиент переходящий, допустим, белое, серое и заканчивая черным, красным. Тогда у вас будет еще 3D-эффект. Можно в середине, в главный, центральный вот этот квадрат сделать ткань с принтом. Там собачка, киска, сердечко, цветочек, бабочка. Очень красиво будет смотреться. Можно просто сделать аппликацию в центре. Тоже будет красивый квадрат. Можно постараться так сделать, чтобы края квадрата самого блока тоже были с принтами. Можно вышить, можно сделать аппликацию. Все что угодно можно вытворять с этим блоком. В общем, блок этот мне очень нравится. Сделаю я работу с такими блоками, но буду использовать совершенно другие оттенки ткани, и я думаю, вам понравится. Поэтому, чтобы не пропустить следующее мое видео, где я буду делать работу из блоков, которые называются «Квадрат в квадрате», обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а на этом сегодня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте мне комментарии. Я на все комментарии отвечаю. Ни один комментарий я не оставляю без внимания. Ну, иногда, если комментарий очень гадкий, я его просто удаляю. Это я тоже делаю. Я думаю, это ни для кого не новость. Все блогеры удаляют плохие комментарии, которые очень плохие. Ну, иногда плохие я тоже оставляю. Это, знаете, как это, чтобы жизнь раем не казалась. Ну все, девчонки, сейчас опять понесу всякую чушь. Пока-пока. До встречи на моем канале.